Маш, привет. Меня зовут Сергей, мы проект Азульбиты. Ведем наш блог про беженцев в Германии и вообще про русскоговорящее комьюнити, которое переехало в Германию в новой волне иммиграции. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе, как попала в Германию, почему Германия и сложно ли было покинуть тебе Россию? Тут прям много вопросов, поэтому, да, будешь повторять, надо в порядке. Меня зовут Маша, полное Мария Магдалена. Я блогерка, гражданская активистка, можно так сказать. И да, вот, собственно, поэтому я нахожусь здесь. Я сюда приехала в конце ноября. В Берлин переехала в декабре, и вот, да, сейчас я здесь живу уже даже официально, у меня есть прописка столичная, все серьезно, все очень серьезно. И да, как я здесь оказалась? Я здесь оказалась по гуманитарной визе. Это такой относительно новый визовый параграф для россиян, потому что он изначально применялся для афганцев, которые бежали от Талибана. В Афганистане была немецкая военная база. И с этой военной базы многие афганцы сотрудничали. И, соответственно, на основании сотрудничества с Германией они впоследствии смогли претендовать на эту визу, так как у них там был риск нахождения. Они там ездили в консульство, насколько я помню, у них два ближайших консульства — это Индия и Турция. И они вот там получали эти визы и переезжали. Есть даже целое общежитие, которое полностью по людям из этого визового параграфа. И в прошлом году, после длительных требований со стороны разных социальных групп, ну, то есть в основном это все лоббировалось россиянами, как я понимаю, был введен вот этот вот визовый параграф для россиян и белорусов, которые находятся под риском политического преследования в России или уже политически преследуются. Это все очень интересно, потому что это абсолютно такой новый вид визы в Германии. Это какая-то такая огромная услуга от немцев россиянам. Это что-то для меня было такое принципиально вау, потому что я вначале даже не поверила, ну, то есть ты просто можешь, что ли, вот так переехать. То, что эта виза еще предусматривает и пособие такое довольно большое, то есть, насколько я помню, вот как мы обсуждали, больше, чем по азюлю, то есть по беженству. Эта виза предусматривает то, что тебе могут снять квартиру, и, в принципе, то, что ты здесь можешь легально находиться какой-то длительный период времени, и вот тебе эту визу будут продлевать, пока есть риск нахождения в России, ее еще можно сменить, и она предусматривает разрешение на работу. То есть это вообще звучит как какой-то, ну, не знаю, рай. То есть это что-то очень неожиданное. Я, честно, в Германию вообще ехать не планировала. Ну, как бы, я здесь была один раз в Берлине, я подумала, господи, какой ужас, что люди здесь, что за люди здесь живут. Теперь я понимаю, я здесь живу, я этот человек. И да, ну, то есть я стремилась в Берлин, наверное, потому что здесь очень много всего разного, мне это интересно, мне интересно повзаимодействовать с людьми, которые, ну, не знаю, из каких-то стран, откуда мои родственники, потому что, ну, например, человека из родной страны моего отца, из Мали, я впервые увидела здесь, кроме своего отца, и это было, конечно, да, так забавно. На визу я, получается, подалась где-то в июне прошлого года, одобрили мне ее в сентябре, и вот в конце ноября я приехала. Это было для меня максимально неожиданно, потому что я планировала уже ехать в Таиланд, у меня уже были билеты в Бангкок на руках, и я такая, в смысле теперь Германия? А как так? И да, ну вот так я оказалась здесь. В принципе, я не стала жить в общежитии, потому что я считаю это нечестно в своей ситуации, так как у меня все-таки есть деньги, у меня есть работа, я блогер. И мне кажется, что отнимать места в общежитии у тех людей, которым это реально надо, это очень, ну, непорядочно с моей стороны, потому что я понимаю, что, ну, тебе действительно это все было надо, то есть претендовать на социал в моем случае это не очень приятно, поэтому я начала вот этот самостоятельный путь. Это было тяжело, сложно, очень долго, но в итоге я все-таки официально перевелась в Берлин, потому что этот визовый параграф подразумевает принудительное распределение в федеральные земли, там в какие-то очень маленькие городки, и ты не можешь селиться за пределами этих земель. И я, получается, не могла селиться за пределами очень маленького такого села в Баварии, там на пару тысяч человек, где там даже нет Deutsche Bahn. Я там была ровно 2 раза. Спросила, можно ли здесь селиться с котами, мне сказали нет, я такая, ну, тогда я могу поехать в Берлин, они такие, ну, вообще нет, ну, как бы, да, я так, договоримся, я там найду работу, они такие, ну, удачи, и квартиру, и я нашла. Поэтому, да, вышло очень забавно. Это такой, как бы, был абсолютно непроторенный путь, то есть никто не знает, что делать с этим визовым параграфом. Это вообще все чисто люди учатся на своих ошибках. Это какой-то такой вот общей информации по чатам и так далее, потому что, ну, вот вообще непонятно, что это такое. Рабочая виза, да, понятно, фриланс-виза, понятно, там есть какие-то юристы и так далее. А здесь вообще что-то непонятно, и поэтому, да, поначалу было, конечно, тяжело, но там с бюрократией и так далее, потому что самый жесткий этап бюрократии, мне кажется, приходится в тот момент, когда ты вообще не знаешь немецкого языка. То есть вот все самое такое жесткое, тяжелое, какие-то там регистрация, еще это чаще всего происходит в каких-то федеральных землях за пределами Берлина. В Берлине, это, понятное дело, говорят на английском, а там не говорят, и поэтому это было, естественно, все очень тяжело, непонятно, страшно, но да, в итоге получилось. Я даже начала какой-то кайф ловить с того, чтобы разбираться в немецком законодательстве. Это действительно все классно, интересно, как там извлекать пользу для себя. В этом что-то есть, короче, какой-то спортивный интерес. А расскажи, пожалуйста, вообще, как получить гуманитарную визу, что ты для этого сделала, какие-то там документы надо подавать, вообще, как это все работает, потому что
Вот в реальности вот сейчас уже много создано разных, да, там, телеграм-каналов и чатов, и уже какая-то информация есть, но я вот, например, до сих пор не знаю, как вообще это можно получить, там, в посольство идти и вообще что делать. Я, честно, тем более вообще про это все не знала, потому что я подавалась, когда это еще только начинали постепенно вводить, то есть это было в июне, ввели, по-моему, их в мае, там первые люди подались, и мне про это рассказал друг мой очень хороший. Он сказал, что есть такая тема, я такая, ну, наверное, я этого не заслуживаю. Потом я что-то с ним еще раз встретилась, что-то мы там выпили, посидели хорошо. Я такая, ну, ладно, попробую податься, там, дай контакты. У меня какая история? У меня нет сейчас официального уголовного преследования. Тьфу-тьфу. Пока что. И я вообще не понимала, могу я на это претендовать или нет, потому что там ребята, которые подавались, это были прям такие совсем жесткие ребята, я не очень хочу как бы деанонимизировать и так далее, но это были ребята под уголовным преследованием, и я думала, что мне, соответственно, надо что-то такое же. Но там было заявлено, что еще есть риск нахождения не в Германии, а в России, и поэтому вот можно, да, уехать в Германию. У меня как бы ситуация какая получалась? Из-за того, что я блогер, у меня, в принципе, риск, естественно, есть, потому что, ну, любая медийная личность, это, да, в какой-то момент, ну, то есть на тебя больше обратят внимание, на тебя с большей вероятностью напишут донос, и у меня как бы получилось так, что у меня по всем фронтам было немножко каких-то проблем. На меня пытались завести уголовное дело в 2020 году за русофобию, за ТикТок, где я искала «Россия для русских, гель для душа, банки для анализов». Ко мне приехал Центр противодействия экстремизму по прописке, решил со мной поговорить, и начал мне угрожать уголовным преследованием, там мою маму напугали, там вообще какие-то. И причем самое смешное, жила за углом от этого центра, они поехали по прописке, лохи. И я просто не ходила по улице, где находился центр вот 2 года, и такая, ну ладно, наверное, это нормально, все. Ну, то есть, и когда начала в новостях всплывать вот это вот слово «русофобия», я такая, так, стоп, я это уже проходила. Я тогда уехала из России, ну, то есть, там как бы все так сложилось еще, но я бы все равно, наверное, уехала, даже если бы одна была. И вот у меня было это, я поддерживала активно антироссийские движения, то есть я занималась там какой-то, ну, не правозащитной деятельностью, но я, в принципе, много читала там и лекции, я была спикером Айзек, я как бы рассказывала о том, как там защищать права человека условно в России, о том, что было все не очень однозначно и не очень хорошо. И когда там сказали мне то, что вот нужно, чтобы было сотрудничество с немецкими организациями, я такая села и подумала, ну по-любому вот какая-то из этих лекций в подвале, которую я читала, была связана с какой-то немецкой организацией. Действительно, у меня все нашлось, то есть по-честному, это были проекты, в которых я участвовала, такая, так, ну все складывается в мою пользу. Ну еще мне... Не знаю, ну, у меня была такая ситуация, что я очень не нравлюсь двум колумнистам Russia Today. По какой-то необъяснимой причине они почему-то очень сильно не любят мой канал в Телеграме с мемами, просто с какими-то... Они прям вот там вот как-то докапываются. Они критиковали там румынский язык, потому что у меня дедушка румын, они прям то, что ха-ха, выдуманный язык какой-то смешной, да. То ли дело французский, который из той же языковой группы, да. Ну, то есть... и они прям реально в какой-то момент стали писать на меня доносы. То есть они такие, давайте на нее напишем донос. Они прям выкладывали мои паспортные данные, там какие-то фамилии, имя, отчество, причем у меня очень сложные фамилии, имя, отчество, поэтому они выкладывали возможные варианты. И там как бы вот прям выкладывали этим моноширинным шрифтом, чтобы можно было сразу скопировать, там была ссылка, чтобы отправить заявление онлайн, то есть они прям такие, то что вот, да, пишите на нее заявление. И там прям люди отписывались в комментариях, готово, готово. В какой-то момент мне стал угрожать этот Баркашов, который чернорубашечник, который Белый дом брал лично. Он писал, что я приеду в Армению, я с ней разберусь. Да, это было просто максимально странно, потому что это было вот как бы массово. Я видела то, что там, ну, наверное, Телеграм, там 4 вот таких канала, они на меня пытались писать доносы. И я не знаю, это просто вот как-то все так сложилось. И, еще вот у меня, конечно, да, ну, то есть у меня основная, мне кажется, инициатива, за которую я решила податься, это то, что дело сбора на штрафы задержанным. В какой-то момент мне написала читательница постоянно моего там телеграм-чата, у нас там очень хорошая комьюнити, мы там прям дружим, что, блин, мне дали штраф 20 тысяч рублей, я не могу его собрать, и такая, ну давай мы там просто скинемся, кинь номер карты, мы тебе закинем денег. Мы закинули денег, и буквально это произошло за 10 минут, и такая, блин, можно же так помогать людям. Это еще было, когда из России не уехала. И я начала, типа, делать сборы задержанным на митингах, и в итоге мы собрали что-то около 15 тысяч долларов в общей сложности. Мы собирали по каким-то довольно громким медийным делам, то есть вот эта вот история, когда женщина поговорила в ресторане, там приехала Росгвардия, задержала, там что-то про Зеленского она сказала, там хорошая, думаю, ты помнишь там эту ситуацию, да. Ко мне обратилась ее дочь, например, и вот мы, да, и мы делали ей сбор на штраф, потому что там тоже была какая-то ужасная ситуация, это мы всех поувольняли с работы там и так далее. И вот это все скидывали мои читатели, все эти деньги. Я до сих пор нахожусь в каком-то шоке от этого, потому что это скидывали там и мои знакомые. И там прям одна женщина, например, она уже давно живет в Европе, она закинула деньги на весь автозак.
вот на штрафы. Просто она такая, мне не сложно, вам приятно. Там, по-моему, было 10 человек, там по 10 тысяч всем дали, и она просто скинула им какую-то огромную сумму, и я такая, вау. И мне помогали мои прекрасные волонтеры из чата. Это супер классные ребята, без которых бы у меня ничего не получилось. У нас прям реально вот такой вот был активный период. Мы там собирали там штрафы по 80 тысяч рублей там, за 15 минут. Что-то вообще немыслимое. И мне это очень нравилось. Мне хотелось как бы сказать людям, что если вы боитесь выходить на митинг только потому, что вы боитесь штрафа, вы можете не бояться выходить на митинг. Если вы боитесь по каким-то другим причинам, без проблем. И вот, да, как бы вот тогда мы что-то активно пособирали еще, и нас из-за этого тоже пытались деанонить и так далее. И в какой-то момент мы даже стали работать с ОВД-инфо, и это уже пранк вышел из-под контроля. Я просто сижу, понимаю, что мы в каком-то потоке таком уже событий несемся. И я все это собрала, как бы, мне кажется, что в Банфе посмотрели этот кейс, такие, блин, какое-то чудовище непонятное там просто. Ты, получается, все эти документы прям собирала, да, там, и в посольство отнесла? Ну, не в посольство, да, я отправляла в организацию, я отправляла все свои интервью, то, что у меня там интервью были и на Аль-Джазире про БЛМ, и на все, вообще на всем. И как бы там порядка 70 интервью я прислала, мне кажется, то есть все факты преследования с какими-то пруфами всего этого, то есть все вот эти угрозы, я их все поскринила и собрала в одну папочку. Написала волонтеру, который занимался подачей на гуманитарные визы, так как это все еще начиналось, не было точно понятно, что с этим делать, как это происходит. Но вот я написала, мне скинули как бы анкету, которую я заполнила, то есть это просто, это не официально, это просто, чтобы как бы кейс было удобно, как я понимаю, разбирать. Я все это заполнила, я это отправила и просто как бы ждала. То есть пока список из людей, которые, вот как я, тоже попали в вот такую ситуацию и ждут эту визу, пока это все отправят в БАМФ это там верифицирует или нет каждое дело, и отправят там типа уже в посольство там на выдачу виз. Получается, у меня ожидание заняло, меня отправили где-то, по-моему, в июле, если мне память не изменяет, и в сентябре мне уже одобрили визу, то есть это еще было так довольно... Ну, тогда это считалось медленно, сейчас это считается быстро, по-моему. Сейчас это еще медленнее, по-моему, стало, потому что больше людей стало подаваться. То есть стало больше волонтерских организаций, которые этим занимаются, и мне кажется, что немножко процесс как будто бы замедлился. То есть вот мой друг, который подавался после меня, получил одобрение, мне надо было записаться в посольство, это было все очень долго, то есть я ждала, получается, 1,5 месяца, только вот термин в посольстве, хотя это считается виза, которую выдают очень быстро, но у меня была сложная ситуация, потому что, ну не у меня, просто у всех, кто находился в Армении, потому что людям, которые живут в Грузии, им не нужна виза для условного посещения Берлина, а армянам нужна. И поэтому армяне, естественно, делают себе все вот эти вот визы, тоже сложные, как туристические, так и долгосрочные, и поэтому там очередь больше. Я про это не знала, так бы я в Тбилиси, наверное, подалась, чтобы там... Ну, хотя я все равно как бы не хотела быстро уезжать, поэтому без разницы. То есть в Тбилиси там люди получали буквально там через неделю термин в посольство, и им там вклеивали визу через 3 дня, а в Ереване это было очень долго, да, то есть мы прям все долго ждали, хотя это считается виза, которую должны делать быстро. Но все равно как бы я сделала быстрее, чем люди, которые там студенческие получали, там вообще тоже там по 3 месяца ждали. Поэтому после этого я как бы переехала в Грузию, и оттуда я уже прилетела в Мюнхен и оказалась здесь. Скажи, пожалуйста, как ты уезжал из России? Было ли тебе тяжело принять это решение? Остался ли у тебя кто-то из родных, близких, знакомых? Как вообще вот сам этот процесс? Как был, насколько тяжело было решиться, что все, момент настал, я уезжаю? Мне было на самом деле несложно уезжать, потому что у меня особо не было как бы, ну не то что выбора, не то что там меня преследовали и так далее. У меня бывший муж, он работал в IT-секторе, и его компания ушла из России и предложила релокацию. Я бы, наверное, уехала из России. Я хотела и так уехать, как бы, в принципе, куда-то потом переезжать. Но я бы, наверное, уехала не сразу, а через несколько недель. Но у меня был какой-то страх нахождения в России в течение вот этого времени, потому что я не знала, что там еще могут ввести. Мало ли там что-то могут там придумать. И да, поэтому поехали сразу. Просто я уезжала без загранпаспорта. Мне было не очень приятно, потому что я выехала, и я вот, когда все вот эти вот сборы задержанным делала, у меня не было паспорта, я понимала, что я вообще ничего не могу сделать. Сейчас я уже знаю, что да, если у людей есть какая-то там прям дикая уголовка и так далее, им делают там, ну не уголовка, а просто там какие-то проблемы с заграном, им делают этот эрзац-паспорт, условно, вот Германия, вот этот серый, и присылают туда, чтобы люди могли выехать. То есть это загранпаспорт для иностранцев. Я такой даже лично видела. То есть прямо можно прям получить его, да, там тоже сделать заявку прям сразу в Германии, там... сказать, что у меня нет загранпаспорта? Не в Германии. Вот ты условно в Армению приезжаешь, тебе туда могут прислать. Насколько я помню, это делается через МВД, поэтому это делается все очень долго, но у меня сейчас один из знакомых столкнулся с ситуацией, что он не может сделать российский загранпаспорт, и вот вроде как ему пошли навстречу, ему разрешили такое сделать, и я таких ситуаций несколько знаю. Ты даже, насколько я помню, можешь его в принципе получить, если ты приехал в Германию, ну то есть вот
Ну, ты приехал, ты уже здесь живешь, тебя начали преследовать в России, там на тебя открыли уголовку, ты не можешь получить загранпаспорт. Следовательно, ты просто идешь, получаешь этот паспорт для иностранцев. И потом с ним получаешь ВНЖ и все такое, ты с ним можешь путешествовать спокойно, визу туда получать, то есть он действительный. Его там до 10 лет, по-моему, могут дать спокойно. Ничего себе, здорово. Да, то есть я знаю несколько человек из России, которые получили вот такой паспорт, и да. Но я тогда про все это не знала, и мы поехали в Армению, я делала загранпаспорт через консульство, я делала его очень долго, там месяца 2, но это все равно как бы лучше, чем ничего, потому что у меня есть как бы такой полноценный российский паспорт, хоть он без биометрии, без всего такого. Он, конечно, немножко пугающий, мне кажется, потому что биометрический паспорт без биометрии — это странно. И это вызывало вопрос, например, там на израильской границе, когда я туда в гости ездила к друзьям. Но в целом я как бы считаю себя очень везучим человеком, очень привилегированным, потому что мне повезло как бы не столкнуться с какими-то серьезными трудностями на основании вот своего переезда. Как тебе первое впечатление? Что удивило, что наоборот как-то неприятно было, что было наоборот приятно? Как у тебя вообще смена новой обстановки и новый мир немецкий? Первое впечатление, честно, паническое, ужасное. Я приехала, и я везла, по-моему, там больше 60 килограммов вещей, там, мне кажется, 80, что-то такое, это может даже 90, потому что у меня было 2 чемодана по 30 плюс килограмм, по-моему, почти под 40, и ручная кладь еще огромная, и еще 2 кота. Я просто приехала в абсолютном ужасе, мне помогла подписчица, потому что она меня приютила на несколько дней, и мне это прям честно очень помогло. У меня порвалась там какая-то обувь, потому что я вообще все отправила обратно в Россию, у меня там в основном были какие-то кошачьи принадлежности, там корм на какое-то первое время, там все когтеточки и так далее, и у меня просто был какой-то ужас, что мои единственные кроссовки порвались, что типа все, я... Там в Мюнхене еще было очень холодно, там было, по-моему, -3 или что-то такое, то есть там я после близкого лета, где плюс 20 было, я просто приезжаю и такая: господи, все, зачем я сюда приехала? И потом еще надо было ехать куда-то дальше, то есть я думала, что изначально, что я поеду в Нюрнберг, потом съезжу на месяц в Берлин, и потом вернусь в Нюрнберг и буду там уже решать вопросы с тем, чтобы переезжать в Берлин. Но в итоге я поехала в Нюрнберг, за неделю там что-то сделала со своими вот этими своими подачами на ВНЖ, и потом я уехала в Берлин, там и осталась благополучно, а чемоданы у меня частично остались в Мюнхене. И я еще и жила без вещей какое-то время, там вообще там с чемоданом вещей. И, короче, у меня, честно, была какая-то паника, потому что я была одна, как бы у меня вообще не было там друзей, были знакомые, да, но вообще это все абсолютно не так сложилось, как я думала. Поэтому это был какой-то дикий стресс, то есть первые там пару месяцев у меня там волосы сыпались, и вообще все очень плохо было, я там постоянно как-то плохо спала, плохо себя чувствовала. Это было просто ужасное состояние, да. Еще и там, типа, у меня не была не очень, ну не то, что неудачное, там, сожительство на Airbnb, это просто как бы было очень своеобразно, и мне как бы это по психике-то, конечно, хорошо вдарило, поэтому, когда я заехала в свою квартиру на долгосрок, я такая: о, да, наконец-то я могу выдохнуть. И только после этого, да, это произошло, потому что все равно это стрессово, хоть у меня там и есть деньги, ресурсы, социальные связи, это все равно это как бы... Ну, я понимаю, что это совершенно не те трудности, с которыми столкнулся ты, но все равно как бы для меня это было очень неожиданно, я не планировала это все в своем возрасте, я планировала это не так и не сейчас, и да, это было довольно неприятно. Ну, в начале Берлин мне не понравился вообще, потому что зимой Берлин отвратительный, как бы будем честны. Он ужасный, он похож на Питер, только без освещения. Потому что я когда смотрела «Дети со станции ЗОО» в первый раз, я такая: зачем они такую чернуху сделали? Типа там освещение как-то убрали вообще, там, типа, Берлин не такой темный. А потом я еду в Убане, типа, смотрю в окно и такая: да, мой район, да. Это ж еще это на моем районе действие происходит, и я тогда мои просторы. Да, Европа-центр мой. Ну вот, и, конечно, это очень так давит на психику, когда темно, холодно, скучно, непонятно, что делать, потому что ты, если выходишь куда-то, только там куда-то пить или там в музей, все, то есть сейчас, да, сейчас кайф, потому что там можно сидеть в парке, можно там заниматься спортом, я это и делаю, а зимой была смерть, да, и поэтому зимой я никому не рекомендую переезжать в Берлин, лучше летом, потому что я, честно, вначале думала, что я этот город ненавижу. Но теперь так не думаю, теперь нравится. Расскажи, пожалуйста, каково это перевести 2 котов в Германию? Через какой ад пришлось пройти, чтобы перевести сюда животного? Перевести котов в Германию, в принципе, нетрудно. Из России. Если не из России, то трудно, потому что Армения и Грузия, ну, то есть самые популярные страны, откуда переезжают, по Турции не помню, по-моему, тоже, они входят в красную зону по бешенству. То есть это зона, где больше вероятность заражения животных всякой вот этой вот гадостью. Ну, я не думаю, что это прям так по-настоящему, но просто так считается вот по правилам Евросоюза. Поэтому там надо сдать анализ на бешенство.
тебе приходит анализ, что есть антитела к бешенству, то есть кот вакцинирован, и после этого надо ждать еще 90 дней, потому что, возможно, антитела на самом деле выработались из-за болезни, и 90 дней — это средний срок, за который животное умирает, если оно реально больно бешенством. Поэтому эти анализы, они еще очень дорогие. По-моему, платила по $500 на каждого кота. Я просто вот на них смотрю, и так просто, комфортно вам, да, хорошо. Я его изначально делала для Таиланда, потом оказалось, что он не нужен. И я такая, обидно. А потом я поняла, что я реально в Грузии сидела бы до Германии еще вот реально 2 месяца, если бы я по случайности не сделала это заранее. Потому что очень многие бросают животных, типа, очень многие оставляют их вот на 3 месяца. То есть это... Я так не могу, я своих котов очень люблю. Переть их было сложно, потому что я одна. И одного кота пришлось сдавать в багажник. У меня как бы один кот очень спокойный, которому вообще его можно там в США отвезти, мне кажется, в багаже, ему пофиг, это вот старшая британка. А есть вот эта вот моя маленькая беспокойная сфинксиха, которой нужен человек, который все время орет. А проблема в том, что европейские авиакомпании запрещают возить котов брахицефалов, то есть британцев, в багажнике, потому что они там могут умереть, и тогда это будет ответственность авиакомпании. Если он умирает у тебя на руках, то это ответственность твоя. И мне уже там в аэропорту предложили то, что, может, мы кота подменим. Я тогда не, ладно. И в итоге мой сфинкс летел в багаже. Это было, наверное, для нее очень тяжело. Я прям к ней бежала в аэропорту со своей второй огромной кошкой вот так вот в руке, с ручной кладью, так типа, ой, Оливочка моя. Она там была в свитере, такая, я ее достала, она такая розовенькая, довольная. Жрать сразу запросила, так что да, тут у нас все хорошо получилось. А тут мы ездили на Deutsche Bahn. У меня коты на ICE покатались. И мы ездили на машине из Нюрнберга в Берлин. Вот. И на такси мы здесь часто едем в ветеринарку. Ветеринарка здесь у нас очень хорошая, с русскоязычными специалистами. Это не то, что плюс, то, что только русскоязычные специалисты хорошие, это просто объяснять всю терминологию на английском. Это немножко взрыв мозга, тем более, когда ты точно не знаешь стоимость услуг, потому что котов здесь осмотреть и сдать анализы своей старшей кошки мне обошлось 300 евро. У меня золотые коты уже, да. То есть это уже даже не животное, это уже как бы это ребенок. Я им поэтому не стала делать европейский паспорт, потому что он стоит 50 евро. Я так типа, нет, девчонки, тут в семье типа у нас у всех не будет, либо у всех будет. То есть я сделаю, и вы тогда тоже можете. Потому что котам нужен паспорт там, для поездок по Евросоюзу, то, что у нас паспорт российский, это может быть плохо. Не пропустят. Там переводов просто нет на самом деле, но я считаю, что это тоже санкции в отношении котов, это русофобия. Котов притесняют даже вообще на Западе, ужас. Но в целом, да, с котами здесь хорошо, здесь для них много еды, тут у них прям вот эти кошачьи магазины собачьи, это прям какие-то супермаркеты человеческие. Мне это очень нравится, там отдел заморозок есть, и всякие вкусняшки, и адвент-календарь я купила там тоже на Рождество кошачий, там со всякими вкусняшечками, поэтому здесь мне это очень нравится, что здесь очень любят животных. Я уже начала выгуливать свою сфинксиху, потому что здесь, типа, парки все-таки почище, то есть здесь нет осколков, там, как в России было, нет вот этих машин бешеных, то есть здесь очень зеленый город, и это очень круто. Поэтому для животных здесь вот город прям топ, тут прям вот идеально можно жить. Как тебе знаменитая немецкая бюрократия? Были ли с ней какие-то особые приколы? Сталкивалась ли ты с ней? И вообще что-нибудь было новое, что ты обнаружила, когда уже переехала сюда? Я с удивлением обнаружила, что здесь бюрократия по карательности где-то на уровне России даже. Причем России так, до введения госуслуг. Я понимаю, что у госуслуг есть свои плюсы, но есть нюансы теперь уже, да, как говорится. И да, как бы люди, которые привыкли к цифровизации, то есть это, например, Украина, это Россия, это, насколько я помню, в Казахстане тоже сейчас уже аналог какой-то госуслуг есть, действительно, ты к этому привыкаешь, действительно, это кайф. Это понятно, что ты продаешь кусок своей свободы государства, но это очень удобно. Это очень удобно за рубежом, и это действительно круто, то, что не надо ходить в посольство вообще практически никогда. Я столкнулась с бюрократией в первый раз, когда я сюда приехала, и я хотела переехать в другой город, потому что обязательное условие для того, чтобы, там, условно, если ты хочешь жить в Берлине, или там в любом городе, который не город твоей локации, то есть принудительного распределения по визе, тебе нужно открепиться от социала и начать самостоятельную жизнь. Я и так как бы не нуждалась в социале, поэтому решила, хочу жить в Берлине тогда, окей. И чтобы пройти как бы вот эту вот регистрацию в Берлине, мне надо было прям очень постараться, потому что меня не хотели перевозить. Надо было показать рабочий контракт, надо было показать контракт на квартиру, а снять квартиру, когда у тебя в ВНЖ написано, что ты можешь жить только в очень маленьком селе в Баварии,
Но это довольно сложно, потому что здесь огромная конкуренция на жилье, и хозяин не будет разбираться с каким-то там человеком с непонятными пометками, ему проще там какому-нибудь своему там знакомому пересдать или что-то такое. Поэтому это заведомо такая довольно сложная ситуация. Кто-то это открепление проходил через суд, насколько я знаю, сразу. То есть те, кто там поизвестнее там, в плане медийной личности и так далее, а кто-то сразу так вот делал. Я так сразу решила не делать, поэтому я вначале получала ВНЖ, и потом я переводилась сюда уже с этим пластиковым ВНЖ. Я делала все это в Баварии, поэтому там было все довольно быстро, но там была проблема, там вообще не знали английский, то есть вообще не знали. И еще была проблема, что я ездила туда из Берлина, получается, и я как бы заполнила анкету, жду, и 4 недели никаких новостей нет. Я понимаю, что там все равно термин мне приходит по почте на Анмельдунг, который в Баварии. И я меня там пригласили на какую-то лекцию по социальным пособиям, и я решила, что ну ладно, съезжу, заодно разберусь. Я туда пришла и сказала, что они потеряли мои документы. Отлично, да. И я так типа, чуваки, ну вот вам нормально, что вот у меня виза заканчивается, я скоро буду жить нелегалом, прикольно, да, вот меня полиция поймает, ну типа, кто виноват будет? Государство? Ну, короче, это было так больше как в шутку, но в итоге мне сразу же там выбили фикцион на месте, без термина, без всего. И потом я им еще объяснила ситуацию, они мне прислали термин на e-mail на получение ВНЖ. Это да, я попросила ребят из своей общаги, которые работники, они съездили в этот город, потому что АБХ и общага у меня в разных городах была. Они попросили, чтобы мне прислали термин там на немецком, и вот в итоге мне прислали термин, да, по электронной почте. Поэтому бюрократия Германии, мне очень нравится ее побеждать, потому что бюрократия в России — это фигня, хочется уже более острых ощущений. Для меня это, не знаю, как там, какие-то там для людей наркотики, там что-то такое. У меня это просто бюрократия. Это когда вот у тебя спрашивают, почему вы по прописке не живете, там штраф огромный, ты так говоришь, а потому что вот смотрите, все основания, все письма есть, оп, все. Потому не что подкопаться. Пачка бумаги, Да, я с этого начала кайфовать, это очень прикольно, это очень интересно, когда ты живешь легально и можешь это доказать, это прям такая война получается. И у меня вот была ситуация, что я узнала про такую вот интересную тонкость, что, во-первых, я была распределена в федеральную землю Бавария. И здесь как бы очень интересно в Германии, что, ну, то есть ты можешь быть прикреплен к земле, это как бы не шутка, это типа реальность. Ты не можешь ее сменить в Юре в день, да? Ты как бы все равно там живешь. И, я не очень хотела жить в Баварии, потому что там дорого жить, как минимум, там дороже жить, чем в Берлине. И как бы я стала запрашивать перевод, и мне сказали то, что, ну, опять-таки, покажи все свои контракты и так далее. Я показала. И они такие, ну, смотри, если мы сейчас все это отправим в берлинское, это типа АБХ, у Сондербехерда, и если они будут молчать 4 недели, то это считается как да. Потому что для меня, в принципе, очень странной была история, что тебя может просто не принять земля, потому что ты нищий. То есть тебя может не принять Берлин. То у меня так знакомые просто с Бали говорят, остров не принял, а тут как бы не иронично могут не принять. То есть это как бы не прикол. И в итоге 4 недели молчания, это мне посоветовали работники, у которых я, видимо, задолбала окончательно. Они такие, ну иди, пожалуйста, уходи. Да, они еще меня выписали из общаги, про что я не знала. То есть я прожила какое-то время вообще без прописки. Я про это узнала случайно, просто там от девочки, которая жила в общаге. Я просто такая, господи, как я здесь живу, потому что когда на Анмельдунг в Берлине заполняла, что меня еще не выписали, потом сказала, что выписали, я такая, ага, я еще обманула людей, но я сама не знала, что меня это исключили. Ну, короче, да, у меня такая ситуация нестандартная, поэтому подхожу к ней творчески так вот, и да, стараюсь как-то интегрироваться в этом плане. Но мне очень нравится эта война с бюрократией, и в какой-то момент реально начинаешь ловить с нее кайф. Вот я сейчас буду продлевать визу, я не знаю, что я с ней буду делать, потому что я не знаю, ну, как бы ее еще никто не продлевал из россиян, и я не очень понимаю, что мне тупо нести в АБХ на продление визы даже. Ну, то есть мне надо принести, там, не знаю, ну, годы жизни Путина, там, что-то такое, видимо, там, да. Ну, я не знаю. И вот тоже буду про все это узнавать и, соответственно, регистрироваться. Насколько я понимаю, у тебя не очень хорошее знание немецкого языка. Как тебе вообще тут живется в Германии без знания немецкого? Каким языком ты чаще всего пользуешься? И вообще с какими комьюнити? Есть ли вообще русская диаспора сейчас? Вот существует ли она? Ну, в Берлине я чаще всего говорю на русском. Я перестала смеяться над людьми с Брайтон-Бича, потому что это вообще-то очень интересное социальное явление, потому что, в принципе, когда ты переезжаешь во взрослом возрасте, они, например, тоже переезжали во взрослом возрасте, даже еще более взрослым, ты действительно тащишь с собой Россию. Ну, то есть, если особенно ты переезжаешь с какими-то деньгами, с каким-то социальным капиталом, ты реально вот как бы ты докупаешь багаж и берешь с собой вот все свои вот эти вот российские тараканы. И от них очень сложно отказаться. То есть я понимаю, что люди, которые вот приехали от мобилизации с одним рюкзаком на рейсе, там, не знаю, Казахстан, Германия, Азербайджан,
там, и они как бы все, не здесь остались, они там живут в своих хаймах, учат язык, я понимаю, что у них гораздо больше вероятность интегрироваться, чем у меня. И вообще у всех вот этих вот людей, которые там в Google-центре работали в России, там всякое такое, ну, это просто как абстрактное такое название, это не какие-то конкретные персонали, это просто, ну, любое вот это вот творческая сфера, потому что когда ты в Москве привык быть прикольным каким-то барбером, который берет 20 тысяч рублей за стрижку, тебе очень тяжело понять, что, возможно, придется идти работать официантом. Ну, то есть просто, чтобы прокормиться. Ты хочешь как бы остаться со своим вот этим вот социальным статусом, и, как следствие, очень часто такие люди сидят в диаспоре. Ну, с другой стороны, как бы, а что в этом плохого? То есть вот я как бы думаю, что у нас тоже такая есть какая-то, возможно, внутренняя русофобия, что диаспора — это всегда жопа, то есть что это что-то такое грязное, что это какая-то русня, вот это вот все такое пренебрежительное отношение, но это ж не так, то есть это часто люди, которые прошли уже тот этап, который у нас, вот это вот восхищение пара лет, а потом ты понимаешь, что ты здесь нахер никому-то не нужен на самом деле, ну то есть у тебя вот свой вот этот вот восточноевропейский культурный код, у тебя вообще непонимание там, как жить в этом мире, ну да, ты там, ты строишь какой-то мир вокруг себя, который похож там условно и на Россию или там на твою родную страну, и на Германию, ты ищешь что-то среднее, но это чаще всего не традиционный немецкий мир, мне так кажется, и поэтому мне кажется важным не то, что сохранять связь с Россией, но просто не пытаться от нее откреститься, потому что когда я слышу там какие-то истории от знакомых на тему, что вот, сейчас, короче, я перееду там в Европу, я вообще там на русском не буду общаться, буду только с иностранцами общаться, я просто задаю вопрос, ну вот, а ты вот как просвещенный такой человек, ты много в России там с узбеками общался, которые плохо русский язык знают? Даже не какой русский? Английский. Ну, немецкий многие не пытаются учить. Ну, то есть вот много ли у тебя было таких друзей узбеков? Они, может, люди интересные. Они, скорее всего, люди интересные, они действительно классные, но мы же почему-то с ними не общались чаще всего. И это опять-таки, ну, ты для немца такой же узбек. То есть ты там из какой-то страны третьего мира, где там какие-то ранние браки, где люди там зачем-то 20 лет рожают, и он такой там типа, ой, какой интересный человек, у него там какая-то есть вот эта вот госуслуги, через которые его контролирует государство и присылают повестки, вау, как классно. Ну, то есть это не общая тенденция, но, в принципе, она есть, и это люди действительно из другого мира. Поэтому я стараюсь найти какую-то, не знаю, серединку, то есть у меня есть знакомые, с которыми я разговариваю только на английском, есть знакомые, с которыми я разговариваю там на русском, и это действительно разные миры, я не вижу в этом ничего принципиально плохого. Да, ну как бы я уже смирилась с тем, что для того, чтобы стать каким-то гражданином, ну именно гражданином другой страны, полноценным гражданином, полноценной единицей общества, которая там знает все праздники, вот это все, это надо было валить лет там в 10, наверное, вот с родителями. Это уже, чтобы первая любовь здесь была, чтобы первые эмоции, какие-то первые попытки там попробовать алкоголь и так далее, чтобы у тебя эта социализация проходила в другой стране, потому что, ну ты все равно, не знаю, ну как бы ну вот я иду там с человеком на дейт, он нормальный, а у меня рельсы воровали там в городе. Ну то есть и это очень тяжело, как бы, не в плане того, что мне нравится, что у меня рельсы воровали, а в том, что, ну все равно это формирует твое мировоззрение, мышление. И шел, да? он есть, да, мы действительно можем обсуждать политику, но я обсуждаю политику с точки зрения человека, у которого в стране там какая-то дикая коррупция, это считается супер нормой, а он такой, у нас тоже коррупция в Германии, так... Ну да, я вижу по дорогам, какая у вас коррупция в Германии, да, они у вас есть, я прям, да, заметила. Ты говорил, люди по 5-10 лет, да, живут без немецкого. У меня есть знакомые, которые действительно живут очень долго без немецкого и не испытывают от этого никаких неудобств. Мне кажется, что это реально возможно. Я учу немецкий, но я его учу чисто так, там, для души, чтобы, там, не знаю, покупать пиво там на кассе и все такое, там, в шпете ночью. Но прям такой сильной потребности у меня нет, потому что я, честно, не верю в свою интеграцию в немецкое общество, я не планирую здесь получать паспорт, и, ну, я здесь просто живу, как бы, смотрю, пока что получится, может, из этого что-то получится, мне понравится, я останусь. Может, не получится, там, куда-нибудь дальше поеду. Может, там, не знаю, поеду в какую-нибудь там вот свою Румынию, вот где паспорт получаю. Я без понятия, что будет дальше. Ну, пока меня все устраивает, здесь интересно, здесь новое, и мне как раз-таки нравится, что ты здесь можешь пообщаться с людьми из всех культур просто мира. Вот любая культура, она все здесь есть. То есть ты приходишь здесь в тайский ресторан, там тайцы, ты приходишь там, не знаю, на какую-то там диаспоральную тусовку аргентинских художников, они там тебе про искусство свое рассказывают. И это очень круто, что у тебя здесь вот в одном Берлине есть все. А сталкивалась ли с каким-нибудь, ну, как бы с хейтом или с каким-нибудь таким буллингом со стороны вот то, что русскоговорящего комьюнити? Мы так уже немножко, конечно, об этом поговорили чуть-чуть, но были ли у тебя какие-то неприятные или, наоборот, приятные ситуации из-за того, что ты, ну, как бы часть русскоговорящего общества здесь, в Германии? Ну, у меня была не очень позитивная ситуация с арендой, потому что у меня российский паспорт, но как бы там, ну, я оставляю это на совести человека, окей, это его там право, хочет он так делать, пусть делает.
Что, в принципе, еще такое было позитивного? Ну, наверное, ну да, у меня много каких-то классных друзей появилось благодаря именно тому, что мы все говорим на русском, и это очень странно понимать, что, блин, ну, то есть я общаюсь с каким-то там знакомым из Армении, с ребятами из Украины, с ребятами из Латвии, к сожалению, ну, общий язык у нас русский. Ну, к колониальным языкам я, в принципе, отношусь, ко всем популярным довольно странно, то есть я не могу сказать, что русский язык, он принципиально как-то хуже сейчас, чем французский для меня, потому что у меня вот родной французский, но это навязанный язык, соответственно. Поэтому, да, ну то есть тут понятно, что есть какие-то и позитивные, и негативные моменты, но в целом все как-то так ровненько, и прям сильных всплесков какой-то дичи в любую сторону я не замечала. А расскажи, пожалуйста, как ты считаешь, почему у нас нет такой сильной и хорошей русскоговорящей диаспоры, и почему человек человеку волк, никто не хочет никому помогать, почему все как бы приехали и все друг про друга забыли и друг на друга забили? У меня сложилось небольшое ощущение, что быть в русскоязычной диаспоре из-за дикой стигматизации как будто бы стыдно. Ну, то есть, как будто бы это что-то страшное, от чего надо отгораживаться, а не надо этого бояться. Ну, то есть, диаспора-то, она может быть не только такой, там, как какие-нибудь там зетовцы или брайтон-бичевцы. Зетовцы, они как раз-таки в этом плане того, что они там друг друга держатся, и этому можно только позавидовать, потому что они прям дико заряжены, они заряжены вот на уровне всех вот антивоенных активистов, и это на самом деле удивляет, но в то же время мне кажется, что вот эти вот ребята, которые уже давно живут в Германии, уже имеют паспорт, они на самом деле не такая часть российской диаспоры, как, например, вот свежепереехавшие, потому что, ну, это люди, которые, опять-таки, выросли в другом контексте. Да, они знают русский, но это вообще другое, то есть они из не вот таких вещей. Русский язык, ну да, как бы это прикольно, что он объединяет, да, плохо, понятно, что откуда берутся причины, что он объединяет, поэтому да, я за то, чтобы все россияне учили другие языки, потому что все-таки мы живем в обществе, где там, не знаю, армяне спокойно говорят на русском, хотя это вообще как бы не похоже на их язык, и они просто это делают, чтобы потреблять больше контента, а у нас это не закладывается с детства. И мы действительно как будто бы, ну, то есть очень зависим от этих вот людей, от того, что они знают русский язык. Поэтому, да, языки учить надо, чтобы в этом всем не застревать окончательно, чтобы у тебя был выбор из этого выйти, как мне кажется, потому что вот прям сильно в этом во всем засиживаться, я понимаю, что здесь можно прожить счастливую жизнь, не зная ни слова на немецком, вот как бы. Здесь можно снять квартиру через русскоязычных там каких-то маклеров, здесь можно найти работу в русском ресторане, здесь можно прям жить чисто вот такую вот свою российскую жизнь. Но я бы не сказала, что это всегда интересно. Ну, то есть, как будто бы ты упускаешь какой-то культурный код. Я бы сказала, что изучать страну через призму своей вот этой вот российской идентичности или вообще там любой другой идентичности, это намного круче, чем просто жить вот такой вот России поменьше. Потому что все равно социальные связи ограничиваются. Да, я понимаю, что, ну, вот у меня есть английский язык, но я все равно убираю общаться с русскоязычным, потому что у меня немножко, ну, как бы, ну, немножко сильно хуже конструкции на английском, они более простые, и мне хочется спокойно поговорить, не думая о том, что я там говорю, именно так вот легко и просто. Но у меня есть выбор, и выбор должен быть, то есть, чтобы ты осознанно оставался во всем вот этом вот, а не просто в нем сидел без возможности оттуда выбраться. Поэтому, да, мне кажется, чтобы русскоязычная диаспора была более крутой, нам надо перестать стигматизировать друг друга, учить другие языки, развиваться и делать что-то для не то что российской культуры, а в принципе для российской действительности, для ее изменения, даже находясь за рубежом. Мне кажется, это очень важно. Расскажи, пожалуйста, были ли у тебя какие-то моменты, когда кто-то из русскоговорящего комьюнити здесь, в Германии, тебе чем-либо помогал? Или, может быть, ты кому-то как-то помогла? Вообще, как-то было ли у тебя такое, что была помощь вот от новой волны иммиграции? Или как-то ты, может быть, сталкивалась с новой волной иммиграции в другом смысле? Ну, понятное дело, что все друг другу помогают по чатам, то есть иногда я что-то рассказываю про свой опыт, там, перевода из земли в землю, иногда мне что-то рассказывают, там, как оформить страховку, да, я спрашивала, как оформить страховку, искала каких-то налоговиков, потому что у меня проблема с тем, что мне там сложно задекларировать доход, а я хочу полностью декларировать в Германии, платить налоги полностью в Германии, ничего не давать России вообще. И поэтому, да, то есть, естественно, я искала какую-то помощь, и я ее получала, то есть это, ну, как обмен, и эта помощь часто может быть на уровне, где купить рака в Германии. Поэтому, да, естественно, здесь взаимопомощь есть, особенно, ну, как бы это все равно по таким волнам распределяется, потому что люди, когда приезжают, у них всегда первичные какие-то проблемы, ну, там, поиск квартиры, оформление документов и так далее. Понятное дело, что человек, который 3 года живет, он уже не будет какие-то такие очевидные вопросы спрашивать, там, где купить новые трусы. Но, как бы, в эмиграции проблема, мне кажется, не то, что ты там, не знаю, не знаешь, что местного законодательства и так далее, ну, вот чаще всего бытовые проблемы, это просто, когда ты там не знаешь, где тупо сделать копию ключа.
И законно ли это вообще сделать копию ключа? Оказалось, что не всегда далеко. Серьезно? Расскажи. Да, насколько я помню, мастер-ключ нельзя копировать без разрешения хозяина или, ну, как бы домовладельческой компании, там как-то очень сложно это все делать, но ты не можешь просто пойти и откопировать ключ-ларек. Или там, не знаю, у тебя порвался браслет, где найти ювелира. И вот такие моменты ты, когда вот ими постепенно обрастаешь, а это чаще всего происходит через чат, я там все сохраняю постоянно что-то, какие-то локации, сохраняю то, что вот здесь сидят ювелиры. Если у меня что-то порвется, я пойду сюда. Вот здесь хороший магазин, я хочу сходить сюда. Вот типа здесь интересная там тусовка происходит, я схожу сюда. Ну, то есть, мне кажется, в основном помощь такая именно в интеграционном плане, потому что ты все равно проезжаешь такой вот чистый лист. И, естественно, хочется что-то узнать о стране. Как тебе кажется, вот ты сейчас так или иначе столкнулась все-таки с этой новой волной миграции, новой волной беженства? Ну, с какой-то точки зрения тебя можно сюда тоже как бы, да, там причислить к этой волне. Скажи, с точки зрения немецкого правительства, есть ли у тебя наблюдение, как можно было бы сделать лучше или вот облегчить жизнь беженца, может быть, облегчить гуманитарные визы? Ну, у меня очень такая вот большая претензия к немецкому правительству по поводу гуманитарных виз, потому что их дают только россиянам и белорусам. Антивоенные активисты в Азербайджане не защищены, они могут только запросить убежище. ЛГБТ-люди из Кыргызстана не защищены, они вынуждены запрашивать убежище. То есть россияне и белорусы находятся в более привилегированном положении. И мне бы хотелось, чтобы такая возможность была у всех людей из всех стран спокойно получить вот эту вот визу и сюда переехать, если им угрожает преследование на родине. Потому что, ну, насколько я помню, такого нет даже для курдских активистов. И вот всех этих ребят, они тоже запрашивают убежище. Да, у них там более упрощенная процедура, как у сирийцев, но все равно это, ну, хотелось бы, чтобы люди сохраняли там гражданство, если они хотят, и получали при этом защиту. А так, с новой волной, ну да, то есть у меня очень многие знакомые переехали последний год, в основном я общаюсь с ребятами, которые переехали недавно, и, конечно, да, это примерно одинаковый опыт, но в то же время разный, потому что у всех разные визы, у всех разные какие-то ситуации, и мне, да, мне очень нравится, мне очень интересно изучать историю людей, потому что, ну, когда визу в страну получить не очень легко, люди как будто бы всегда с какой-то очень интересной историей приезжают, и их всегда очень интересно и классно слушать. А знаешь ли ты беженцев каких-нибудь еще? Сталкиваешься? Кто прям по беженству переехал? Отвлек меня. По беженству прямо я знаю там только одного парня, мы случайно познакомились, я ему просто пересдавала на месяц свою квартиру, когда я там, типа, у меня там наслоение было такое, я ему пересдавала. Он в итоге все-таки запросил здесь убежище, а так вообще не сталкивалась, вот как-то, к сожалению. Вот я была у себя в Хаме, у меня там в Хаме жила, да, чеченская семья, 9 лет они ждали решения по убежищу. Получили? Не знаю, да? 9 лет живут так уже в Хайме. Это очень страшно, то есть вот эта вот проблема интеграции, она тоже очень остро стоит, потому что Берлин не резиновый, это понятно, да. То есть здесь жилищный кризис, хо-хо, да, будь здоров. Но в то же время интеграция в очень маленьком городе, она как будто бы затруднена, потому что, ну, там тебя прям бросают в открытое море, даже не в открытое море, в какую-то в открытую лужу, потому что там очень мало людей, там, в принципе, довольно тяжело социализироваться, когда это такой закрытый какой-то традиционный немецкий город со своим укладом, со своими какими-то приколами. И поэтому, да, они не всегда готовы принимать иностранцев, это абсолютно понятно. Ну, не то, чтобы принимать вот именно, ну, то есть именно как бы там дружить и так далее, они просто, может, не понимают, как себя с ними вести. Ну, то есть это довольно сложно выстраивать равные отношения, когда у тебя нет работы, а у человека есть работа, там какой-то свой бизнес, он уже там 20 лет там как-то работает на одной и той же работе, у него там есть своя рутина, и ты ее вообще не понимаешь. Поэтому, да, здесь, возможно, как-то сложно налаживать социальные связи. И, ну, не знаю, понятно, что в крупные города только беженцев тоже отправлять не вариант, потому что это тоже перегруз системы. Поэтому вот тут я вообще не представляю, как эту ситуацию можно решить. И мне кажется, никто не представляет, как ее решить. Даже БАМФ не представляет, поэтому выходит, что выходит. Расскажи, пожалуйста, каким ты видишь свое будущее в Германии или в Евросоюзе или в какой-либо другой стране? Что называется, кем ты себя видишь через 5 лет? Ну, вообще, какие планы, что будешь делать? Ну, через 5 лет я вижу себя гражданином Евросоюза. Я надеюсь, мне все-таки выдадут мой паспорт. Ну, жить, я не знаю, мне очень нравится Германия, как бы, в принципе, сама по себе. Я, когда рассматривала вариант приезда в Европу, я рассматривала варианты Швейцария, Германия, Франция, может быть, все. Может быть, Бельгия какая-нибудь, не больше. То есть меня не привлекают особо другие страны, я не люблю тепло, вот прям такое, жару и так далее. Поэтому это для меня была такая одна из предпочтительных стран, поэтому я сюда, собственно, и поехала. Возможно, я здесь останусь. Мне здесь пока что нравится. Я хочу найти здесь прям свое место, как в каком-то социальном плане, так и просто в интеграционном, то, что вот на какую-то там работу, какое-то свое признание. И, наверное, да, после этого я буду чувствовать себя комфортнее, потому что у меня все равно еще есть это ощущение достаточно сепарированности от России, которое очень мешает мне здесь интегрироваться.
Поэтому, да, я бы хотела уже вот переходить именно на такую европейскую жизнь, посмотреть, как мне. Может, мне понравится, может, нет. Я не знаю, куда я поеду дальше, поеду ли вообще. Может, мне там, не знаю, я решу, что полицейское насилие в США, это не так уж все однозначно, можно там пожить. Или там, не знаю, в Британии буду платить 2500 фунтов там за квартиру какую-нибудь там в Лондоне на окраине, коробку. Но пока меня здесь все устраивает, и понимаю, что в каждой стране есть свои плюсы, свои минусы. Здесь пока что это соотношение плюсов и минусов больше мне нравится, чем не нравится, поэтому я нахожу его оптимальным для себя на данном этапе, а дальше уже посмотрим. Скажи, пожалуйста, мы вот сейчас как новая волна иммиграции, довольно уже выделенное явление и явно как в какой-то проживаемые исторические времена. Есть ли у тебя какое-то послание для потомков? Хотел бы ты что-нибудь увековечить в камне вот на этой исторической ноте? Как человек из России в камне я могу увековечить только одну надпись из 3 букв, да. По традиции. Но на самом деле, не знаю, я вообще не представляю, что будет дальше. Мне просто хочется, чтобы люди были какие-то более открытые друг к другу, меньше друг друга боялись и, в принципе, не боялись переезжать. Потому что, да, страх переезда, он есть, но чаще всего он не оправдан, к переезду нельзя подготовиться. И это действительно очень крутой опыт, и я желаю всем мужчинам пройти вот. Но на самом деле я действительно считаю, что если есть возможность, то это очень классно, и переезд — это действительно не так пугающе, как кажется на первый взгляд, и к нему никогда нельзя подготовиться достаточно ни в денежном, ни в социальном эквиваленте, поэтому я думаю, что пробовать надо, если есть желание, то вот это тот самый знак.